Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим акне у кошек. Акне кошек – это довольно распространенная проблема. Это когда в области подбородка и каймы губ кошки образуются комедоны и воспаление. Комедон – это расширенный волосяной фолликул, заполненный кератином и сальным материалом. То есть это то, что у человека мы называем угрями. У человека это тоже называется комедонами, это по-научному, но все как-то привыкли называть их угрями. Угри у кошек – это по сути нарушение работы сальных желез. В норме омертвевший верхний роговой слой эпителия постоянно слущивается, уступая место более новому и молодому. При каких-то нарушениях в организме нормального отслоения не происходит, и старые клетки перемешиваются с новыми, создавая горы чешуек, склеенных между собой сальным секретом. И естественно, такое нагромождение клеток рано или поздно приводит к закупориванию пор, что внешне и проявляется черными подкожными точками. Вообще такая закупорка может случиться на любой части тела, но обычно болезнь проявляет себя на подбородке и вокруг рта. Причин, почему возникают угри у кошек, очень много, но все они до конца так и не определены. Акне у кошек не зависит от возраста, породы или пола. Акне часто начинается у животных до года и остается на всю оставшуюся жизнь. Но на разных этапах жизни степень тяжести может варьироваться. Выделяют как минимум два вида факторов, которые влияют на возникновение акне. Это внешние факторы и внутренние факторы. К внутренним факторам относятся гормональные сбои, нарушение обмена веществ, какие-то проблемы в работе печени, интоксикации. Акне также могут вызывать и внешние причины. Например, когда в области подбородка скапливаются жирные остатки пищи, способные закупорить поры и устье волосяного мешочка. Неправильное кормление часто приводит к образованию угрей у кошек. И если вы обратитесь в ветеринарную клинику по поводу акне, то первым вопросом будет: а чем вы кормите свою кошку? В принципе, это правильно. Это тоже может быть одной из причин. Кормление влияет на все процессы, которые происходят в организме, и на него следует всегда обращать внимание в первую очередь. Но даже если кормление будет и идеальным, то других причин для возникновения акне будет больше, чем предостаточно. Сразу же возникает вопрос: так а стоит ли бороться с акне? А все зависит от тяжести протекания его. Такие черные точки могут существовать всю жизнь у кошки, не оказывая никакого влияния на ее здоровье. Наличие комедонов не всегда приводит к кожным заболеваниям. Хотя, если есть черные точки комедоны, то это значит, что все-таки что-то с организмом не так. Пусть это и не критично, но если в закупоренные поры не попадают патогенные микробы, то кошачий организм в состоянии с этой проблемой справиться самостоятельно без дополнительного лечения. Попадание микробов в поры провоцирует воспаление, которое без постороннего вмешательства может перерасти в серьезное заболевание. Поэтому все зависит от формы акне, вернее от формы протекания акне. Если владелец не возражает против присутствия бессимптомных комедонов, можно ничего и не делать. Если поражения визуально нежелательны, если они прогрессируют и в итоге вызывают зуд и воспаление, то тогда, конечно же, надо начинать лечение. Я рекомендую все-таки бороться с акне, пока они в безобидной форме. Ведь очень часто, в половине случаев, эти безобидные точки могут трансформироваться в проблемную форму, которую придется потом долго лечить. На уровне черных точек владельцы кошек могут самостоятельно бороться с этой проблемой. Принцип лечения на данном этапе заключается в создании стерильных условий в области поражения, чтобы исключить проникновение болезнетворных микроорганизмов. Всего этого можно достичь с помощью элементарных гигиенических процедур. Это локальное мытье шампунями, лучше на основе дегтя, протирание кожи хлоргексидином, раствором перекиси, водорода 3%, раствором фурацилина. Можно применить для протирания раствор димексида 5 или 10%. Димексид обладает прекрасным дезинфицирующим и противовоспалительными свойствами. Вообще это прекрасный препарат для лечения акне. Но что касается димексида, то я бы рекомендовал его применять несколько позже, когда уже не помогают обычные средства или при более запущенной форме акне, когда придется проводить курс антибиотикотерапии. Ведь димексид обладает еще и таким прекрасным свойством, как усиление проникновения сквозь неповрежденную кожу и слизистые оболочки лекарственных препаратов.
На этапе неосложненных комедонов можно применять любые дезинфицирующие средства из тех, которые я назвал выше. Прекрасно при акне помогают компрессы из отвара чистотела. Отвар чистотела – это проверенное средство при лечении всевозможных кожных заболеваний и в медицинской практике. Можно применять просто отвар чистотела, а можно и в сочетании с маслом календулы или эвкалипта. Вообще в таких случаях фитотерапия очень эффективна, хотя и достаточно морочливая. Ведь следует учесть, что лечение акне – это процесс длительный. Это может занять пару недель, а то и больше. В последнее время появились специальные салфетки для лечения акне. Пораженные участки протираются 2-3 раза в день. Салфетки бывают разными по составу. Есть салфетки, которые содержат только дезинфицирующие вещества и растворяющие ороговевший слой кожи. А есть салфетки, которые кроме санирующих веществ содержат в своем составе противогрибковые и антибактериальные вещества. Поэтому тут надо смотреть, что применять. Мой принцип такой, что не надо сразу палить из пушки по воробьям. То есть, если на данный момент нет необходимости применять противогрибковые препараты, так вот и не надо их применять. Ведь завтра может возникнуть реальная необходимость в их применении, а к этим веществам уже возникла резистентность. А вообще салфетки очень эффективны и удобны на стадии обычных комедонов. После применения дезинфицирующих препаратов необходимо растворить верхний ороговевший слой кожи, что проще всего сделать при помощи всем известной салициловой кислоты. Затем применяют увлажняющие мази с бактерицидными, подсушивающими и заживляющими свойствами. Эффективны при лечении акне и антисеборейные шампуни, которые применяются ежедневно или 2 раза в неделю. В составе шампуня обычно присутствует серно-салициловая кислота, этиллактат или перекись бензоила. Кстати, перекись бензоила есть во многих препаратах для лечения кожных заболеваний, потому что он обладает и антимикробным, и кератолитическим действием, а также улучшает снабжение тканей кислородом и угнетает продуцирование кожного сала в сальных железах. Одним словом, он хорошо прочищает волосяные фолликулы. Хотя, как и любое химическое вещество, может вызвать раздражение у кошек. Все зависит от индивидуальных особенностей кошек. Надо смотреть. В принципе, любое лечение должно проводиться под наблюдением. Иначе любым препаратом можно навредить. Препаратов для лечения акне у кошек очень много, но не следует ими всеми увлекаться. На начальном этапе, на этапе черных и ничем не осложненных точек, я бы рекомендовал применять только дезинфицирующие препараты. Причем самые простые, я уже о них говорил. А если это не помогает, то тогда уже следует обязательно обратиться за помощью к ветврачу, чтобы сделать анализ текущей ситуации, а также проанализировать всевозможные причины возникновения самого акне. Ведь на начальном этапе обычные комедоны успешно проходят после применения самых простых дезинфицирующих препаратов и последующего применения препаратов, растворяющих верхний ороговевший слой, и мазей с подсушивающим и бактерицидным эффектом. Что бы я еще посоветовал, так это никогда не выдавливайте эти черные точки и прыщи. Они должны созреть и вскрыться самостоятельно, это если есть прыщи. Нельзя расчесывать поврежденную поверхность щетками. Не стоит обрабатывать весь участок поражения. Обрабатывайте только черные точки или прыщики, которые есть. Иначе можете пересушить кожу, и это приведет к химическому ожогу. Йод и зеленку лучше не использовать при лечении акне. Раз или два можно помазать, но длительно нельзя. Эти препараты могут спровоцировать усиление секреции сальных желез, а следовательно привести к новой закупорке и увеличению участка акне. Вместо зеленки можно порекомендовать водный раствор метиленовой сини. Она оказывает точно такой же заживляющий эффект, но при этом отсутствует раздражающий фактор. И еще момент. Не стоит наносить мази или крема толстым слоем, потому что образовавшаяся пленка препятствует нормальному газообмену, а при отсутствии кислорода на поверхности кожи будет развиваться анаэробная микрофлора, вызывая очередной всплеск дерматита. Это, казалось бы, очень простой совет, но почему-то очень многие этим пренебрегают и мазь наносят толстым слоем, считая, что это даст лучший эффект. Но, увы, это не так. Мазь – это не масло на бутерброде, что чем больше, тем лучше. В лечении акне главное терпение. И не надо назначать сразу все препараты, которые вы знаете. Все надо делать постепенно и с учетом текущей ситуации процесса. Только тогда это принесет положительный эффект. И если все делать правильно, то эффект в большинстве случаев положительный. Но наступает не сразу, это правда. Также отмечается улучшение состояния кожи при длительном применении внутрь полиненасыщенных жирных кислот.
Антибиотикотерапия может потребоваться тогда, когда появляется вторичная бактериальная инфекция. А если воспаление крайне тяжелое, то тогда назначаются глюкокортикоиды. Ну а пока на этом все. Здоровья вам и вашим кошкам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!